таким образом. Зачем нам фотошоп, когда есть PSP? Это другой видос, тебе еще домашку по приспознанию делать. А, черт, точно. 19. Предатель. Ненавижу предателей. Смерть предателю! Смерть предателю! Я это вижу. Забылся говорить. Предатель. Текст. Ненавижу! Но прежде, думаю, стоит пояснить забэк этого мира. В мире этой книги победила диктатура, и в лучших традициях монополии там осталось лишь 3 государства. Это Астазия, Евразия и Океания. Но еще там есть спорные территории, за которые эти 3 государства и борются. Государства! Они очень похожи, так что нет смысла разбирать их по отдельности. Да и в книге речь идет только про одно. А именно, Океания, родина главного героя. Главенствующей силой в этой стране является партия Ангстокса, английского социализма, наверное. И она завела канал «Россия-1» и наняла Киселева. И промывает мозги населению. И именно отсюда пошел мемас «Большой брат следит за тобой». Потому что в 80-е не было отблока, и эта надпись висела на всех стенах. И они настолько хорошо подходят к своему делу, что народ готов поверить в любую чушь, что они говорят. Даже если эта чушь противоречит законам физики или даже логике, или тому, что партия говорила прежде. Более того, они должны не только в это поверить, они должны отрицать любую вероятность, что то, что говорит партия, не верно. В Океании есть 4 основополагающих министерства. Министерство правды, что вводит в заблуждение своих граждан. Министерство мира, что заведует войной. Министерство любви, что занимается пытками. И еще какое-то. Министерство изобилия. Оно поддерживает стабильный низкий уровень жизни. И такая чехарда объяснится позже. Гораздо позже. И наш главный герой Уинстон не Черчилль, а Уинстон Смит, как агент Смит из «Матрицы», работает в Министерстве правды. На своей работе он устраняет некие неточности в старых выпусках газет. Типичное задание для него выглядит следующим образом. По трубе он получает выпуск газеты за какой-то предыдущий год. В ней говорится, что Иван Федосеев стал героем войны. Но в реале Иван Федосеев скатился и через полгода после этого примкнул к сопротивлению. И чтобы исправить неточность, Уинстон удаляет данные нашего героя и заменяет их на данные какого-то рандомного вымышленного чувака. Но наш герой не так-то прост. Он смеет сомневаться в партии. И более того, он ведет дневник. Вести дневник, конечно, законом не запрещено, да и законов в Океании в принципе нет, у них же социализм. Но за некоторые проступки тебя могут и распылить. И тут я должен пояснить, что полиция мыслей следит за каждым океанцем. Ну как за каждым? Но за пролетариями не следят. Потому что пролы — это самая тупая и бесперспективная каста. А следит полиция мыслей за гражданами с помощью телекранов. Это такое универсальное устройство. С одной стороны, оно отслеживает все, что происходит у тебя, а с другой стороны, вещает пропаганду 24/7. Но наш герой является счастливым обладателем угла, в котором его не видно. И в нем он делает свои больные, грязные записи. И делает он их не просто так, а для конкретного человека. Для харизматичного толстячка О'Брейна. А пишет он ему, потому что однажды увидел в глазах О'Брейна, что тот тоже мыслепреступник. Так сказать, еретик еретика видит издалека. Наш бунтарь и дальше бы рутинно плакался в свой дневничок, но тут у него появился новый геморрой. Но также Уинстон не остается незамеченным. За ним подсматривает какая-то женщина. Ее зовут... Как ее зовут? Джулия тщательно наблюдает за Уинстоном, и наш диванный бунтарь решает, что она внештатный сотрудник полиции мыслей и остерегается ее. Но однажды его занесло в лавку старьевщика. В
скобочках ему туда нельзя. Его за это распылить могут. Там он покупает какое-то пресс-папье и идет домой. Но по пути домой он видит эту сотрудницу гестапо. У него в голове уже зреет план проломить ей череп с помощью пресс-папье. Но он решает на это забить и просто идет домой. И на следующий день идет на работу. Когда он идет на свой пост, он опять видит эту приспешницу егерей. И он видит, что у нее сломана рука. И тут она падает! Он решает для маскировки помочь. И в этот момент, как он помогает встать ей на ноги, она пихает ему какую-то записку. Уинстон идет на свое рабочее место. Там в сторонке нервно курит Джеймс Бонд, а Смит очень скрытно читает эту записку. И вот он ее раскрывает и видит. Ты лох! А, нет, она признается в любви. И там начинается огроменная сюжетная арка, где они занимаются всякими непристойностями. Но это не несет никакого смысла, потому что книга не об этом. Years later. Внезапно прибегает О'Брайен и говорит: «Зайди ко мне вечером, вступишь в сопротивление». Уинстон, будучи не из робкого десятка, зовет Джулию, чтобы не было страшно одному, и отправляется в цитадель своего друга-толстячка. Они врываются в квартиру к О'Брайену, и он спрашивает их: «Вы готовы взрывать, убивать, насиловать, воровать ради сопротивления?» И Уинстон такой: Да. Отлично, скажи это в тот телекран, но не бойся, он отключен. Затем подпиши здесь и здесь, принеси черно-белую фотографию 4:12, где ты держишь на руках демона Кхорна. Уинстон бросается все это делать, потому что... Поздравляю, ты стал членом нашего клуба латентных революционеров. А теперь держи запрещенную книгу самого злейшего врага партии и вали отсюда. Шайзе! А книга-то непростая, и книга О'Брайена тоже непростая. Джордж Оруэлл вставил книгу в книгу, чтобы вы могли читать книгу, пока читаете книгу. Более того, он запихнул в нее всю мотивацию всех злодеев. Он написал весь мир в одной этой книге, в главе из книги, которая 1984. И написал ее самый злейший враг партии, Голдстейн, и по совместительству еврей. У нас тут никакого расизма, а говорится в ней: Правящие группы всегда были более или менее заражены либеральными идеями. Всюду оставались... Серьезно? Черт! Почему я должен все это читать? Какого... А второй хотел сказать, что высшие и средние классы все время боролись друг против друга. И во время революций средние свергали высших и становились боссами качалки. Но со временем они ослаблялись, становились менее мотивированными, ленились и, доводили все до того, что их заново свергали. Но в последнюю революцию последователи Ангсоца решили замаскироваться под бедных, чтобы все были бедные. Логика проста. Если средние диванные революционеры не увидят высших, кого свергать, их мозг словит критическую ошибку и перестанет работать. Ну, собственно, это весь смысл книги. Подожди, это же суть мира книги, а не самой книги. К тому же, что же случилось с главными героями? Да и текста там на целую часть. Это же треть книги. Ладно, расскажу. Да и вообще... Прочь из моей головы, у меня здесь и так голосов хватает. Главные герои лежат после очередного сеанса чтения книги. И тут...
Врываются полицейские мысли, вылезает старьевщик, он оказывается зумером, вылезает О'Брайен, и он тоже оказывается предателем. И всей этой веселой компашкой они отправляются развлекаться в подвалы Министерства любви. А Уинстона начинают пытать. И он такой: нет, я максималист, я не откажусь ни от чего. Но потом О'Брайен вспоминает, что Уинстон очень боится крыс. И говорит: эй, Уинстон, я надену на тебя маску с голодными крысами, они тебя сожрут. И главный герой такой: нет, ну, конечно, любовь любовью, а борьбу с тоталитаризмом, у крысы это край. Все, я на это не пойду. В конечном счете Уинстону промывают мозги и выбрасывают его из подвала. И вот уже в финальной главе наш герой сидит за столиком и смотрит в телекран и думает: какой же большой брат крутой. но на самом деле и Уинстон... Не, ну вот сейчас вообще все.